Беда в дом Мэри пришла неожиданно и потрясла весь мир. Мэри похоронила своих мальчиков, 2 прекрасных близнецов. Она все еще не могла поверить, что их больше нет. Совсем недавно они отпраздновали дни рождения детей и подарили им щенка. Когда близнецы умерли от внезапной болезни, муж Мэри предложил усыпить любимого щенка детей и положить его в гроб вместе с детьми. Пусть они будут вместе, он будет их охранять, ведь они его так любили, сказал муж. Мэри, казалось, погрузилась в бессознательное состояние, не понимая, что она делает и как собирается жить дальше. Она делала, как велел ей муж. Герман был отчимом малышам, родной отец давно погиб в автокатастрофе. И вдруг она получила странное письмо в конверте, но без адреса и почтового штампа. Значит, кто-то принес его и сам опустил в почтовый ящик. Никаких подробностей не было, просто кто-то назначил ей встречу. Но почему? «Не пойдешь, не узнаешь», — решила Мария, и в назначенное время отправилась в назначенное место. Вдруг из-за угла навстречу ей выскочил щенок. Он был на длинном поводке, и она не могла видеть, кто его ведет. Ей показалось, что это был точно такой же щенок, как и тот, которого она похоронила вместе с детьми. Нет, этого не может быть. Это тот же самый щенок, точно такой же. Как он вернулся к жизни? Как он вышел из могилы? Мэри присела рядом с ним. Щенок потянулся и завилял хвостом. Да, сомнений не было. Малыш узнал ее. Это точно был он. Мария посмотрела, кто ведет собаку на поводке, и потеряла дар речи. Ее дети, ее близнецы, мальчики, которых она похоронила неделю назад, вырисовывались из-за угла. Они точно были мертвы. Она лично омыла их тела и положила в сделанный на заказ гроб, чтобы дети лежали вместе, так как они оба пришли в этот мир и были как одно целое. Вместе с детьми шел старый сторож кладбища. Именно он назначил встречу в письме, которое она получила. Он спас ее детей. Он вырыл могилу и достал близнецов. Мэри стояла и смотрела на них, слезы текли по ее щекам. Внезапно она отчетливо, до мельчайших деталей, вспомнила тот день, когда пришла в ветеринарную клинику и попросила усыпить ее щенка. «Вы можете усыпить щенка?» – устало спросила она, приехав в ветеринарную клинику. «Что с ним такое? Может, его нужно лечить?» – спросил молодой ветеринар в приемной. «Я не знаю. Нам просто нужно усыпить его». «Вот и все», – сказала Мария безразличным голосом. Она не хотела ничего объяснять или выяснять. «Я вам заплачу», – сказала Мэри. «Но мы не можем усыпить здоровое животное», – сказал ветеринар. «Я понимаю, тогда я сделаю это сама». Женщина достала несколько таблеток, вынула щенка из сумки и начала насильно запихивать таблетки ему в рот. Щенок сопротивлялся, скулил, и таблетки выпали из его пасти. «Хватит издеваться. Ладно, мы сами с этим разберемся». Она вырвала щенка из рук Мэри и бросилась в другую комнату. Маленький щенок не понимал, почему с ним так обращаются и что вдруг разозлило его хозяев. Он смотрел своими маленькими глазками прямо в сердце ветеринара, думая, что она – его спасение. Он и не подозревал, что теперь, вместо спасения, врач сделает ему инъекцию, которая усыпит его навсегда. И в голове доктора родился странный план. «Не бойся, малыш», – сказала она и ввела инъекцию. Щенок завизжал, вскочил и начал пытаться лизать место укола. Ветеринар погладил щенка. «Так что же происходит? Готово ли оно?» Голос Марии доносился из коридора. Ветеринар снова погладил щенка. Он стал мягким, как тряпка, и перекатился на бок. Она подняла его и вынесла в коридор. «Вот, держи», – протянула доктор руку со щенком. «Нет, нет, не сейчас. Мне нужно подготовить похороны. Я заберу его завтра», – пробормотала Мария и как-то отстранилась. Она поспешно покинула клинику. «Я так и знала», – сказала ветеринар вслух. Она положила щенка на мягкую подушку, накрыла его одеялом, поцеловала в нос и сказала: «Спи, мой сладкий малыш, завтра я заберу тебя домой». Молодой врач решила пожалеть щенка и сделал ему инъекцию обычного анестетика,
которые дают во время операции, чтобы показать хозяину, что щенок умер. Она была уверена, что не возьмет его обратно. Люди, которые приносят своих питомцев на усыпление, обычно трусливы и предпочитают избавиться от проблемы утилизации. Некоторые платят деньги, а другие просто убегают. Ветеринар решила взять щенка себе. Ему нужно было подготовить лишь несколько вещей: достать кровать, купить, обустроить место. Она хотела привезти щенка уже готовым. Утром ветеринар спала. Ничего особенного. Она торопилась на работу, ожидая встречи со щенком, который уже должен был проснуться. Но, как оказалось, Мэри уже забрала щенка рано утром. Женщина-ветеринар пришла в ужас. Нужно было срочно что-то делать. Она начала искать адрес своего клиента. Но было поздно. Могила была зарыта. Она схватилась за голову. Лучше бы усыпила бедное животное, которое теперь умрет ужасной смертью. Девушка пошла домой. Она не могла удержаться. Тем временем щенок пришел в себя в маленькой темной комнате, обнюхал окружающих мальчиков и почувствовал облегчение, свернулся в клубок и попытался уснуть, но кислорода становилось все меньше с катастрофической скоростью. Щенок решил, что нужно что-то делать. Он подошел к лицам своих молодых хозяев и начал облизывать их, как он делал это дома, чтобы разбудить их. Но мальчики почему-то не хотели просыпаться. Щенок стал облизывать детей с еще большим рвением. И каким-то чудом один мальчик открыл глаза. Сторож на кладбище услышал лай и крик, он схватил лопату и начал откапывать свежую могилу. Когда он скинул крышку гроба, то чуть не умер от увиденного. Маленький пес и мальчики были живы. Он помог им выбраться. Когда мальчики пришли в себя, они рассказали, что их папа накануне дал им таблетки, сказал, что это витамины, он всегда не любил детей и решил избавиться от них. Таблетки оказались ядом, и мальчикам стало плохо. Мэри была шокирована от услышанного. Она вызвала полицию, Германа в тот же день арестовали. После этого случая Мария назвала щенка героем. Щенок стал членом семьи и приносил им много радости и счастья. Герой стал символом надежды, стойкости и веры в чудеса. Он помог преодолеть боль и горе, и потому его имя стало неразрывно связано с их историей. Они были очень счастливы, что герой принес им свет в темные времена и стал их надежным другом и спасителем. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.